Где новые серии? Где серии, Сяоян? Когда ждать новый сезон? Где серии? Когда выйдет новый сезон? Почему нет эпизодов? В комментариях почти под каждым видео я вижу подобные вопросы. И вот пришло время раскрыть всю правду. YouTube, негодяй, не захотел нормально продвигать ролик, в котором я уже упоминал о перерыве. Потому отвечу здесь четко и ясно тем, кто не в курсе. А также мы рассмотрим, когда ждать фильм «Битва богов». Именно этим закончится вся история, расколотая битвой Синева. Но путь Сяояня на самом деле не подойдет к концу, ведь его ждет множество приключений в верхнем мире. Итак, Дунхуа, расколотая битва Синева Небес, официально на перерыве. Или, как я шутя называю, на летних каникулах, до 6 сентября. Последняя вышедшая серия, 207, это арка клана Яо и нападение пламени пожирания пустоты. А далее ждем выхода новых серий. Если сказать точнее, то 5 сентября выйдет сразу 2 серии. Так сказать, создатели решили умаслить зрителей, которые почти 2 месяца остались без новых серий. Сколько же всего выйдет серий? Официально продлили аниме до 219 серий, после чего сразу же будет показан полнометражный фильм «Битва богов». И теперь, когда мы знаем, почему нет новых серий, что аниме на перерыве и пауза в выходе до сентября, остается ответить на последний вопрос. А почему вообще так произошло и зачем нужен этот перерыв? Для зрителей, которые привыкли к стабильному выходу серий, такая пауза действительно кажется долгой, особенно учитывая, что история Сяояня сейчас находится на одном из самых важных этапов. Что говорят создатели и студия анимации? Судя по официальным заявлениям создателей, этот перерыв связан не с завершением проекта и не с его отменой, а с подготовкой к финальной части текущего годового сезона. Официально студия объяснила паузу необходимостью уделить больше времени подготовке и качественной проработке заключительной главы годового сериала. Создатели хотят, чтобы финальные события получили соответствующий масштаб, а анимация, постановка сражений и сюжетная часть были выполнены на максимально высоком уровне. Это особенно важно сейчас, поскольку расколотая битва Синева Небес выходит уже почти 10 лет и постепенно приближается к завершению очередного большого этапа истории. Но это еще не все. Важнейшая причина заключалась в увеличении объема сезона. Общее количество серий в этом годовом сезоне было официально увеличено с изначально запланированных 209 до 219 серий. Это означает, что добавлено 10 дополнительных эпизодов для более детального и масштабного раскрытия финальных арок. Представьте, изначально планировалось 209 эпизодов и финал, но создатели решили добавить 10 серий. Конечно, это скажется на темпе производства. Таким образом, зрители получат сразу 10 дополнительных серий. И это не просто небольшая корректировка расписания. Дополнительное время позволит студии подробнее раскрыть финальные сюжетные арки, не пытаясь вместить большое количество событий в слишком короткий хронометраж. Поэтому пауза, судя по всему, напрямую связана с желанием команды подготовить заключительную часть сезона более тщательно. Но среди фанатов существуют куда более противоречивые версии причин перерыва. В обсуждениях активно звучит мнение, что студия могла получить немало критики из-за темпа повествования, а также отдельных вопросов к качеству моделей персонажей, визуальных эффектов и постановки некоторых недавних сцен. Поэтому часть зрителей предполагает, что дополнительные недели могут быть использованы не только для общей подготовки финала, но и для доработки наиболее важных эпизодов. Особенно большие ожидания связаны с будущими сражениями, которые должны стать кульминацией всего Дунхуа. Фанаты надеются, что ключевые противостояния будут поставлены действительно масштабно и смогут соответствовать уровню событий, к которым история постепенно подводила зрителей. Однако во время самого перерыва расколотая битва Синева Небес полностью исчезать с экранов не будет. Чтобы аудитория не теряла интерес к проекту и могла освежить в памяти важнейшие события перед возвращением основного сюжета, студия подготовила специальный цикл эпизодов в формате компиляции. Всего планируется 7 таких серий, объединенных под названием «Путь к становлению императором». Они должны напомнить зрителям о ключевых событиях предыдущих сюжетных арок, включая формирование Альянса Небесного Дворца и взаимодействие различных древних кланов. По сути, это станет своеобразной подготовкой перед возвращением основной истории, особенно для тех зрителей, которые могли забыть отдельные детали после длительного просмотра. Но самое главное для поклонников заключается в том, что ожидание не будет бесконечным. Возвращение основного сюжета официально запланировано на 6 сентября. Для зрителей с уровнем VIP новая серия станет доступна уже 5 сентября, то есть они получат возможность увидеть продолжение на один день раньше остальных. Но мы и так получаем перевод ранее как VIP, и все это совершенно логично. Вот мы смотрим аниме «Расколотая битва Синева Небес».
А если бы могли играть за Сяо Яня? Это возможно. Встречайте игру «Расколотая битва Синева Небес. Решающая схватка» или «Пик Шоудаун». Станьте Сяо Янем и пройдите путь от обычного юноши до сильнейшего культиватора под небесами. Вас ждут динамичные реал-тайм бои, глубокая система прорывов, мощные техники, алхимия и сотни легендарных артефактов. Каждый бой — это яркое зрелище, а каждое новое царство — новый уровень силы. Игра полностью передает дух оригинальной новеллы. Атмосфера, история, персонажи и тот самый вайб, который мы все так любим. Красивая графика, плавный геймплей и регулярные обновления с новыми событиями не дадут заскучать. Хотите начать свое восхождение к пику небес прямо сейчас? Скачивайте игру на X7 Game. Быстро, безопасно и без лишних хлопот. Это приложение можно установить как на Android, так и iOS. Ссылочка в описании. 207-я серия завершилась кульминационной сценой, посвященной церемонии Яо, которая стала ключевым моментом для Сяо Яня в совершенствовании мистической пилюли 9-го ранга и становлении богом. Дальнейший сюжет, включающий уничтожение клана Яо, испытания в Небесной Гробнице и контратаку Альянса Небесного Дворца против клана Хунь, не мог быть полностью объяснен в оригинальных 209 сериях. Добавление 10 эпизодов призвано отшлифовать ключевые сюжетные моменты и избежать скомканной концовки, обеспечив поклонникам более впечатляющий финал. Это также необходимо для согласования с графиком производства театральной версии «Битвы двух императоров» и для обеспечения идеальной связи между основной сюжетной линией и театральной версией. Что же мы увидим в финальном сезоне? Эпизоды с 207 по 219. Эти три культовые сцены обречены стать легендарными. Все 10 дополнительных эпизодов — это переломные моменты в сюжете поздних стадий «Расколотая битва Синева Небес», и каждый из них заслуживает внимания. Первый. Война на уничтожение клана Яо. Самая трагическая история в последних главах. 5 великих святых из клана Хунь наступали, вызывая обрушение царства Яо. Весь клан отчаянно сражался, но Яо Дань погиб в битве, а Яо Лао стал свидетелем разрушения своего клана. Трагическое величие этой сцены, несомненно, вызовет слезы в последующих сериях этого сериала. Второе. Сяо Янь прорывается к 6-й звезде святого. Мистическая пилюля 9-го ранга поможет Сяо Яню напрямую перейти с поздней стадии 5-звездочного Доушен на 6-звездочный, официально обеспечив ему возможность конкурировать с лучшими силами клана Хунь. Спецэффекты и аура просто зашкаливают. А далее Небесная Гробница раскрывает наследие Сяо Сюаня, показывая правду о причинах гибели клана Сяо. Сяо Янь отправляется в Небесную Гробницу на обучение, встречает остаточную душу Сяо Сюаня, предка клана Сяо, раскрывает высшую силу родословной клана Сяо, узнает весь заговор клана Хунь с целью уничтожения клана Сяо, и его ненависть к клану Хунь достигает своего пика. Какой сюжетный поворот вы ждете больше всего? Напишите это в комментариях. Более того, в неделю возвращения студия собирается выпустить сразу 2 новые серии подряд. Таким образом, после продолжительного перерыва зрители сразу получат продолжение истории, а затем сериал вернется к своему обычному графику. Особое внимание стоит обратить на то, что добавленные 10 эпизодов, серии с 210 по 219, если считать относительно первоначального плана после 209, должны дать создателям дополнительное пространство для раскрытия финальной части сезона. По сообщениям и обсуждениям среди фанатов, в этих эпизодах ожидается как минимум несколько особенно масштабных сцен, которые могут стать главными визуальными моментами всего годового сезона. Поэтому нынешнюю паузу можно рассматривать не как обычную задержку, а скорее как подготовительный этап перед большим финалом. История Сяо Яня постепенно приближается к одному из своих важнейших рубежей, а студия получила дополнительные серии и время для того, чтобы довести эту часть адаптации до нужного уровня. Конечно, пока нельзя гарантировать, что абсолютно все ожидания зрителей оправдаются, особенно учитывая существующие споры о качестве последних эпизодов. Но официальная информация говорит о том, что проект продолжает развиваться, количество серий увеличено, а возвращение основного сюжета уже запланировано. Поэтому поклонникам остается дождаться 6 сентября, когда после 7-недельного перерыва история Сяо Яня снова продолжится. И если студия действительно использует это время для полноценной доработки финальных эпизодов, то столь продолжительное ожидание может в итоге окупиться и превратиться в одну из самых масштабных заключительных частей годового сезона. Что я могу сказать, с паузой в выходе серии ситуация на ютубе также изменилась в худшую сторону.
Потому я рассматриваю вариант также отдохнуть немного до сентября. Что вы думаете, стоит ли дальше выпускать ролики по расколотая битва из Синева Небес? Спасибо всем преданным фанатам Дунхуа, спасибо всем за поддержку и активность, ваши лайки и комментарии на протяжении этих лет. Не верится, что аниме подходит к концу. И отдельная благодарность спонсорам, ваша поддержка неоценима. Без вас я бы точно уже сдался. До скорой встречи.